Удивительные восьминогие существа. Еще в древние времена верили, что паук способен защитить дом от злых духов, а убийство паука навлекает на дом всевозможные беды. А еще есть поверье, согласно которому паук, а точнее его паутина, притягивает счастье и семейное благополучие. Сегодня мы поговорим про пауков, а точнее про арахнофобию. Да, и сразу хочется подметить, возможно, этот видеоролик будет не совсем приятен тем людям, которые панически боятся пауков. По традициям ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Арахнофобия – это слово, которым принято называть патологическую боязнь паукообразных и всего, что с ними связано. Для начала нужно понять, что человек – это удивительное создание, которое может бояться чего угодно, а зачастую страх пауков возникает, когда человек с детства получает мало информации. По итогу, во многих аспектах жизни можно остаться в неизвестности. Именно что-то непонятное человеческому мозгу и неизвестное начинает пугать ровно до того случая, пока мы сами не развеем этот мыльный пузырь. Основные причины возникновения арахнофобии. Представьте, что вы все еще ребенок и не знаете, что такое пауки. В какой-то момент ваш брат или сестра решили создать вам эффект неожиданности. Взяли в руку безобидного паучка, который не несет никакого вреда, и поднесли вам под нос. И здесь можно вас поздравить с приобретением детского потрясения. Вы не были готовы к такому. Отсюда арахнофобия может сопровождать вас долгие годы, а то и всю жизнь. Другая ситуация. Вы увидели, как ваша мама или папа сильно испугались от чего-либо, испытали потрясение, к примеру, от огромного тарантула. У детей есть свойство копировать поведение родителей. И здесь вы можете запомнить этот момент навсегда и, собственно, будете бояться вместе с родителями. И самое распространенное. Мы ведь привыкли быть опрятными, сытыми, чистыми, вкусно пахнущими, а когда мы натыкаемся на паучка, мы можем испытать чувство брезгливости, дискомфорта, ощущение того, что нас могут укусить или заползти под футболку. Как проявляется арахнофобия? В плане эмоций вы начинаете испытывать панику, тревогу или истерику. В самых запущенных случаях арахнофобы забиваются в угол и начинают кричать и молить о помощи. Тут есть два варианта поведения. Первое – это ступор. Второе – это когда нужно срочно покинуть место с пауками. Какие проявления можно увидеть в физиологии? Вы начнете потеть, будто пробежали 10 километров. Сердце начнет стучать так, что будет отдавать в уши. Руки начнут дрожать от выброса адреналина. Вы побледнеете и станете похожи на вампира. Повысится артериальное давление, будто вам 78. И, возможно, испытаете ощущение удушья. Как лечить фобии, мы рассказывали в прошлом ролике про талассофобию, поэтому обязательно кликайте выше и посмотрите этот ролик. Давайте рассмотрим несколько знаменитостей, которые страдают арахнофобией. Есть один такой обольститель женских сердец. Это Джастин Тимберлейк. Как ни странно, такой прекрасный певец и смелый актер кино, как он себя позиционирует, в своей жизни испытывает страх к восьминогим. Также ходили слухи о том, что сам Тоби Магуайр страдает от приступов арахнофобии. Многие журналисты говорили о том, что сам Тоби заявлял об этом, но, к сожалению, информация не подтверждается на все 100%. Знаете, как мне кажется, боязнь пауков не такая ужасающая, как ее представляют, но, возможно, мир людей, чья голова подверглась стрессу или травме, тратят много сил для борьбы с этим. К слову, в мире есть множество других фобий. Вот, к примеру, Памела Андерсон боится зеркал. Представьте, как ей тяжело. Всякий раз, когда она чистит зубы, приходится кричать и звать на помощь, а там всего лишь ее отражение. Есть несколько фильмов, связанных с пауками. Атака пауков, арахнофобия, ледяные пауки, лавантула. Рассказать, что происходит в этих фильмах, я не стану, а предлагаю для вас небольшой челлендж, в котором вы для себя окажетесь победителем, либо проигравшим. Посмотрите один или несколько из них и заодно проверите, арахнофоб вы или нет. Представьте ужас арахнофоба. Человек попадает в ситуацию, когда страх его прижимает. Он увидел паука, и тот практически коснулся его. Собирая все силы и волю в кулак, человек выбегает из помещения на улицу, с облегчением начинает дышать и успокаиваться, поднимает голову к солнцу и в какой-то момент видит, что начинается дождь из пауков. Нет, не подумайте, это не абсурд, это и есть вправду. Именно в Австралии бывают дожди из пауков.
Длинные тонкие нити уходят в небо. Дело в том, что восьминогие плетут паутину для того, чтобы впоследствии ветер отнес их на другие, более дальние расстояния. Так они перемещаются. Для Австралии это нормальное явление, но одновременно это является ужасом для арахнофоба. Давайте рассмотрим еще несколько интересных фактов. Каждый восьминогий недруг для арахнофоба имеет в наличии не только 8 ног, но и 8 глаз. Это для того, чтобы смотреть на вас еще более злым взглядом. Ушей у пауков нет, зато есть волоски на коже, которые улавливают колебания воздуха. Практически все пауки – хищники. Паутина – это белок, который по составу практически как шелк. Когда паук ловит свою добычу, он пробивает ее челюстным когтем и сразу же выпускает свой яд. Самки зачастую крупнее самцов, поэтому если вы увидите паука, то сможете сразу определить, девочка это или мальчик. Самые опасные в мире пауки – коричневый паук-отшельник, североамериканская черная вдова и каракурт. В процентном соотношении 50% женщин испытывают страх к восьминогим, в то время как мужчины, всего 18%. Из паутины вполне возможно получать высококачественные нити и ткань. Уже в начале 18 века во Французскую академию наук были представлены чулки и перчатки, сотканные из паутины. В некоторых странах местные жители с удовольствием лакомятся пауками. Арахнофобия – одна из самых распространенных фобий у людей. Тарантулы получили свое название в честь итальянского города Таранто, в окрестностях которого они распространены. Был даже проведен эксперимент, в котором приняли участие 252 человека. Им показывали отталкивающие картинки с разными животными и предметами. Среди них были мухи, пауки, комары, железные иголки и так далее. И хотя опасность представляла многое из показанного, именно на пауков человеческий мозг реагировал быстрее всего. Причиной этого, по мнению специалистов, может быть тот факт, что в древности очень многие люди становились жертвами ядовитых паукообразных. Небольшой лайфхак для тех, у кого дома часто появляются пауки. Разрежьте лимон или апельсин, можно даже взять дробленые каштаны или фундук и разложите их в углах комнаты. Неприятный для пауков запах, который издают продукты, заставит насекомых покинуть ваш дом. Пользуйтесь. На самом деле, победить свои фобии возможно. Самое главное найти к этому правильный подход, обратиться за помощью к нужному специалисту, в конце концов пойти напролом в свой страх, и он отпустит. В завершении хочется сказать: не бойтесь, живите свободно, наслаждайтесь жизнью и каждой минутой, а страх — это всего лишь иллюзия. Огромное спасибо за просмотр. Как обычно, напишите в комментариях, есть ли у вас какие-то фобии. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на этот YouTube канал. Еще и в Telegram зайдите, там много интересного. До новых встреч, друзья. Пока.